Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. И уже традиционно начинаем вторник с утечек и инсайдов. Некий Hog D Rank Games взял и беспалево опубликовал на YouTube парочку отрывков из грядущего перезапуска классической сеговской игрульки Shinobi. На экране, само собой, не они, но по ссылке из описания можете ознакомиться. Но вот пара интересностей, что я заметил при просмотре. Ураганный темп вечно несущегося вперед ниндзя-экшена сохранен. При этом графика выполнена в духе мультяшной анимации а-ля Mark of the Ninja. А еще в некоторых кадрах главный герой шарится по подземельям, дергает рычажки и открывает секретные проходы, из чего я выдвигаю гипотезу, возможно, теперь Shinobi это Metroidvania, но это не 100%. Посмотрите сами. Помимо этой игры, Sega также объявляла о создании новых частей таких старушек, как Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi и Jet Set Radio. Когда что-либо из этого устремится на прилавки, Sega не объявляла. Еще один перезапуск, чуть более неожиданный. В этом месяце свое 15-летие празднует культовая визуальная новелла Steins Gate. Собственно, вы уже связали одно и второе. В 2025-м должна выйти улучшенная как визуально, так и сюжетно прокачанная версия Steins Gate Reboot. Какие конкретно улучшалки авторы припасли для перезапуска, не сообщается, но сообщить обещается позже. Новая Dragon Age The Whale Guard выходит уже прямо на днях, через 2 дня, если быть точным. И уверенная в будущем успехе BioWare поделилась пресс-копиями игр с ведущими видеоигровыми изданиями и инфлюенсерами и, похоже, не прогадала. Те в унисон вопят о возвращении величия студии, а отдельно взятый Еврогеймер вообще поставил игре все 100 баллов из доступной сотни. Добрыми словами преимущественно осыпают сюжет, героев и геймплей. Но те, кто решился заикнуться об изъянах игры, на самом деле тоже говорят о геймплее, только теперь уже в ключе напрасного ухода в сторону посредственного экшена вместо дотошной RPG, к которой привыкли видеть франшизу фанаты. Вокруг этого тезиса выстроил весь свой обзор, например, Кшиштоф Кемпский из издания CD Action. Цитата. «Растянутый до предела сюжет, плохо проработанный мир и однообразные элементы геймплея чуть ли не до слез наскучили мне». Конец цитаты. Но он один, а все довольны. Посмотрим, останется ли доволен этим изменением наш главный редактор Максим Милязев, когда придет время выпускать обзор. В новом ролике о большой космической RPG Exodus все внимание сконцентрировано на расе генетически улучшенных пробужденных медведей. Действие разворачивается в 41 500 году нашей эры. Как и многие другие виды, эти медведи были улучшены генной инженерией и нейроимплантами, и благодаря этому те научились разговаривать, учиться и жить сообща вместе с людьми. Вот конкретно медведи оказались дюже сердобольные и на протяжении тысячелетий помогали человекам выживать в суровых климатических условиях, лечили и выхаживали больных, но и сражались за них против внешних угроз. Ставь лайк, если в душе ты пробужденный медведь-геймер. Создается игра ветеранами таких студий, как BioWare, Naughty Dog, 343 Industries и прочих, а вот когда уже будет создана, не уточняется. Известны лишь платформы ПК, PS5, Xbox Series. Gaijin Entertainment и студия Matter Team представили миру трейлер тактического хардкорного шутера Active Matter. Сеттинг — Восточная Европа с как минимум кириллическими надписями на машине скорой помощи. Игрок принимает роль одного из оперативников, угодившего во временную петлю. Каждый раз погибая, его откатывают в одну и ту же точку. Он выбирает экипировку и отправляется на вылазки в квантово-нестабильные зоны, богатые титульной активной материей, веществом, способным искажать и разрывать саму ткань пространства и времени. И тут в формулу вмешивается еще один референс — организация SCP, а точнее тысячи странных аномалий, описанные на одноименном ресурсе, только другие свои. Активная материя случайным образом перебрасывает сюда объекты и страшилки из других временных линий. Для игроков это открывает ворох проблем, но и возможность постепенно пополнять свой арсенал. Игра метит на релиз в следующем году сразу и на ПК, и на современных консолях PlayStation и Xbox, а до конца этого года стартует закрытое бета-тестирование. Регистрация уже открыта, ссылку ищите в новости на сайте, а ссылку на нее в описании к выпуску. Когда в новостях всплывает имя студии Bungie, я уже рефлекторно набираю побольше воздуха в легкие, ожидая очередную историю об их нелегкой судьбе. То увольнение, то опять увольнение, то инсайды о токсичной работе. И тут на экране появляется Джо Зиглер, гейм-директор создаваемой студией Marathon. Весь такой лучится радостью, улыбается и рассказывает, как играючи они с командой создают переосмысление классики в очередной экстракшн-шутер с элементами выживания. В 9-минутном ролике преимущественно рассказывается о том, как гладенько идет процесс разработки и о том, что продуманный ими геймплей достаточно своеобразный и комплексный, чтобы быть для эстетов. Показал парочку концепт-артов, описал их. Это разные бегуны, герои, за которых надо будет играть и которые будут отличаться друг от друга начальными способностями. И объявил о появлении игры в магазине Steam. Уже сейчас можно пойти и вишлизнуть игру на будущее.
И напоследок о причудливом инди. Ascending Inferno, 2,5D экшн-платформер с элементами футбола, описывающий события модернизированного ада из божественной комедии Данте. Что? По трагическому стечению обстоятельств брат и сестра Винсент и Дани погибают. Сестра Дани пробуждается в загробном мире и обнаруживает, что в отличие от нее душа брата оказалась перенесена не в форме человека, а заперта в светящейся сфере. И несмотря на это ограничение, они решают во что бы то ни стало сбежать из преисподней. Ну и круги. Каждый круг ада не только обставлен по канонам представляемого им греха, но и использует какие-то уникальные для этапа игровые механики. Что же до футбола, Дани придется вести и пинать душу Винсента. Но делать это надо с предельной точностью. Одно неверное движение сулит потерю прогресса, но авторы считают, что побег из Инферно и не должен быть простым делом, иначе бы все сбегали оттуда. Испытать свои навыки платформинга и ведения мяча, то есть души, можно уже сейчас. Игра доступна в Steam и пока что продается с релизной скидкой. И я заметил, что у игры на нашем сайте stopgame.ru сейчас всего один, и, кстати, негативный голос. Собственно, тут в дело вступаете вы. Если уже опробовали новиночку, делитесь своими оценками и мнениями в разделе отзывов, чтобы решающимся было яснее, стоит ли тратить на нее свое время. На сим все. Доброго дня!